Жириновский человек, который очень давно находится в политике. И мы считаем, что играет не последнюю роль в удержании власти Путиным. Исполняет роль некоего громоотвода для народа. Он делает очень громкие возгласы на различных телеканалах и в Госдуме. Служит шутом. К тому же партия ЛДПР довольно многочисленна и занимает немало мест в парламенте. Мы считаем, что если бы ЛДПР хотели противостоять партии «Единой России», то они могли бы делать это более эффективно. Но все знают, что Путин давно уже подмял Жириновского под себя, и они вместе пилят государственные деньги между собой. И вот до нас дошла некоторая информация, доказывающая тесную связь Путина и Жириновского. Из достоверных источников нам стало известно, что Жириновскому вчера ночью было плохо, и его отвезли в личную больницу Путина. После чего врачи решили, что в срочном порядке Владимира Вольфовича следует отвезти в зарубежный медцентр. Уже к вечеру его доставили в больницу в Германии, а конкретнее в Гейдельберг. Всю процедуру перевозки и курса лечения оплачивать намерился сам Владимир Владимирович. Так как тезки находятся в дружественных отношениях уже много лет, на перевозку же давал разрешение сам Жириновский. Хотя сам же он говорил несколько раз, что никогда не будет лечиться за границей, потому что считает русскую медицину вполне успешной и процветающей, и критиковал всех политических деятелей, кто лечится за границей. Вот так вот люди могут поменять свое мнение, когда критическая ситуация касается них. Как сообщалось ранее, Жириновский еще в российской больнице говорил, что ему совсем плохо, да и врачи подтверждали это по его жизненным показателям, но ничего не могли сделать, видимо, квалификации не хватает, что неудивительно, ведь все профессионалы своего дела уже давно поняли, что если хочешь прогрессировать, то надо уезжать из этой страны. В нашей стране уже давно забили на развитие медицины. Единственное направление, в котором мы прогрессируем, это военное дело. Мы же узнали данную информацию прямиком из Германии, достоверные инсайдеры известили нас, что Жириновского уже доставили в больницу, где подключили уйму врачей. Не пожалели денег, конечно, на нашего народного весельчака. Хотя кто бы мог сомневаться, что на одного из самых обсуждаемых личностей нашей страны потратят денег больше, чем на годовой бюджет какого-нибудь поселочного населенного пункта. Для нашей страны это вовсе не удивительно. Постоянство – признак мастерства. Конечно же, для нашей страны так важно спасти такого искусного политика. Также нам было известно, что Жириновскому к вечеру стало совсем плохо, и врачи говорят, что ситуация приближается к своему концу. По их словам, если бы Владимира Вольфовича доставили на несколько часов раньше, то ситуация была бы не такой плачевной. Сейчас же остается надеяться только на лучшее, так как на данный момент ничего сделать невозможно. Многие из врачей в Германии заявляют, что в России Жириновскому не была оказана должна медицинская помощь. Они уточняют: если бы быстрее поставили диагноз и начали применить надлежащее лечение, все было бы намного проще. По предварительным данным известно, что Жириновскому могло стать плохо после применения прививки от коронавируса, так как между двумя событиями слишком маленький промежуток времени. Вообще данная прививка не прошла достаточно клинических испытаний, чтобы так массово применять ее к населению страны. Вот так один из самых известных людей России оказался подопытным кроликом, а теперь Путин заглаживает углы деньгами. Только в нашей стране может такое происходить. Но даже деньги не спасают данную ситуацию. А ведь просто следовало руководствоваться нравственно-моральными принципами, и тогда бы Владимиру Вольфовичу не пришлось переживать такой период, который может стать для него последним. К тому же у Владимира Жириновского есть бывшая жена, с которой он развелся еще в 1978 году, но этот развод признан фиктивным. Потому что Жириновский использует свою бывшую жену, чтобы регистрировать на нее украденное имущество. Это говорит только об одном, что в нашей стране даже нужным политическим деятелям не могут предоставить нормальную жизненную защиту и помочь в нужный момент. Это огорчает, потому что за народ становится еще страшнее. Раз птиц такого полета не могут сберечь. Единственный способ обеспечивать безопасность своего здоровья для таких важных людей в нашей стране – это привозить врачей из-за границы и платить им огромные деньги. Что же скажут по этому поводу государственные СМИ, потому что сейчас от них не слышно ничего, что пугает, наверное, каждого гражданина, ведь складывается впечатление, что от нас скрывают буквально все. Подозрительно, что в последнее время не видно Соловьева, Киселева, наших любимых шутов и лгунов. Может, ситуация настолько плоха, что даже уже им нечего сказать. Если она так и есть, то остается ожидать только худшего.
Они просто выходят в эфир с какой-то парашей и пытаются отвести внимание народа от реальных проблем. На самом деле, в нашей стране давно уже честных СМИ не осталось. По крайней мере тех, которые имеют доступ к телевидению. Но все это говорит об одном, что Жириновский находится на волоске, и это пугает всю политическую власть, потому что народ сразу поймет, почему это произошло, и в стране начнется хаос, в Москве уж точно. Особенно четко народ поймет, после того, как некоторые оппозиционные силы нормально осветят это событие. Даже становится немного грустно от того, что мы больше не увидим скандальных высказываний, неподобающего поведения и постоянной ненормативной лексики от Владимира Вольфовича. Помните, как он жестко высказывался про Пугачёва и других звезд русского шоу-бизнеса? А все потому, что власть опять решила обмануть народ, но все обернулось не в их сторону, и теперь придется им все это разгребать. Врачи нас оповещают об информации каждые полсуток, поэтому мы будем оповещать всеми событиями, максимально быстро, насколько это возможно. Ведь один из главных политических деятелей страны может уже скоро уйти из жизни, а все по вине одного человека из-за его недобросовестных умыслов и действий. Просим вас подписаться на канал и поставить лайк. Мы это делаем ради вас,